Шестая? Да, 6-я. Какого она году? 96-й. Два 2,6 бензин, АБЦ. Так, что там? Там фильтр большой, там два вида фильтра. Маленький и большой, вот мне большой надо. Сколько там у тебя вообще? 150. 150 и 130? Да. Ждем, пока остынет мотор, а я вам одну историю расскажу, но попозже. Да, кстати, по поводу масла. Изначально лил заводское масло Аденол. Потом его перестали выпускать и что-то все. Я перешел на Альфин. Альфин масложора в принципе нет. Но в том году Альфина масла просто у нас в области не было. Мне пришлось перейти на Матюль. Матюль полусинтетика. Матюль масложор просто. Я канистрами лил, я не знаю, она не адаптировалась. Ну, мотор не адаптировался под этот Матюль. Я вот в этот год ездил на доливках. Сейчас я купил, нашел Альфин, все-таки в Калининграде он есть. Поэтому будем Альфин заливать, это Аденол сливать и заливать Альфин. Так, значит, по деньгам ценник был Альфина 350 рублей. Сейчас 520. В общем, мне масло с фильтром. Фильтр обошелся мне 650 рублей, отдавал в том году 150. Итого мне обошлось 4,390. Сделали мне скидку 40 рублей. Я взял 7 литров, у меня по штату 5 литров. 4,5. 4,5, по-моему. 5 или 4,5, не помню. Взял на доливку на всякий случай еще плюс 2 литра. Ну, мало ли что. Дело в том, что машина, на самом деле, она масло не ест. Она ест только, когда топишь. Топишь свыше 120. Я ничего не нарушаю. У нас дороги, где разрешено ехать 120 километров, там до 130 смело можешь ехать. Так что у нее начинается масложор. Если едешь соточка, 110, в принципе, от замены до замены хватает, даже без доливки. Ну, вру, может быть грамм 50, ну не больше. Но я никогда не лью полный щуп, ну то есть по верхний уровень щупа. Всегда масло доливается чуть ниже половины уровня. И будет все отлично. Почему это делается? Делается для того, что при нагреве мотора масло, оно свойства расширяется, правильно? Если ты найдешь уровень, масло расширяется и выдавливает сальники, скорин валов, ну и так далее. То есть не рекомендую доливать до полного щупа масло. Все, ну что, машина в принципе остыла, и начинаем сливать масло и заливаем новое. Кстати, надо фильтр открутить. Фильтр, блин, постоянная проблема. Но у меня есть один лайфхак. Как фильтр открутить без проблем, без всяких отверток. Обычно как делаешь? Что только втыкаешь и выкручиваешь. Ну это все в масле. Это в прошлом веке. Поэтому берем, если найдем, я нашел уже машины. Вот такой вот ремень. Найдем сейчас отвертку, ключ и открутим фильтр масла. Поехали. Хомутом. Сейчас так потихонечку тяну. И все пошло, да? Пошло. Так, я его откручивать до конца не буду. Масло еще не слил. Значит, вот хомутом затягиваю вот так вот. И вытягиваю. Проблем вообще никаких. Научу распознавать номера ключей. Значит, смотри. Я тебе говорю, мне нужна головка. Головки, они выглядят вот так вот. Вот так вот. Вот это головка. Я знаю, допустим, говорю, мне да. Мне нужна головка на 30. Но здесь нету, здесь, видишь, одни маленькие.
на 30 головка. Вот это 22. Ищем на 30 головку. Так, головку 30. Да, дал он мне. Молодец. Трещотку тоже дал. Отлично. Вставляем. Не знаю, главное трещотку не сломать. Чего? У меня трещотка сломана, что ли? Ничего себе. Так, футерка, а у него футерки нету. Ай-яй-яй. Что делать? Так, а ну-ка попробуйте, извините. А, мне труба нужна. А трубы нет, Кирилл? Трубу найди какую-нибудь. Труба. Труба, мне надо труба. Труба нужна. Нужна труба. Нашел я трубу. 50-ю. Вот такая. А это зачем? Хватит. Рычаг. Турбо, что ли? О, пошло. Теперь берем ведро, которое в яму не лезет. Папа близко подъехал. Даже не знаю, как его застроить. Как ты будешь вылезать? О, да я-то вылезу. Ну, Вопрос в потом другом. отъедешь и все достанешь. Главное гайку не стереть. Болт. Или гайку. Гайка-болт. Там же гайка с болтом. Все. Кольцо осталось хоть. Кольца не вижу. Кольцо, походу, в ведро упало. Промыла маслом двигатель, грамм 400 ливануло. Хоть что-то. Проблема в том, что шайба упала в ведро, а ведро не вылазит под машину, потому что слишком близко подъехал. Надо сейчас будет немножко машину толкнуть. Значит, я проехал 10 800. Для меня это много. Я вообще должен был в августе вообще масло менять, но не менял. Ценники были космические. Мне в районе 12 тысяч рублей обходилось масло на тот момент. Поэтому я думаю, блин, я лучше буду доливать там по 1000. Вот, ну никак там, 12 тысяч я не готов был выложить за замену там 5 литров масла. Вот, сейчас цены вроде бы упали и все. Вообще как бы с маслами быть надо аккуратно. Я даже такие, встречал вещи. Там человек проехал 5000 на масле. Ну, не буду говорить, какое масло, чтобы там не дискредитировать там производителя. В общем, масло настолько горело внутри двигателя. Вот помните советские чугунные сковородки, там слой жира вот такой вот. Там годами, когда они мыли сковородку, нагар вот такой. Вот это было все головки, блокицелина. Короче, в общем, я видел, я в шоке был. Честно. Я говорю, как ты? Вот так вот. А Альфин, по Альфину я могу сказать, нет, не реклама. Нареканий нет. Вроде все чисто. Мотор я скрывал, да, когда-то там смотрел, более-менее. Нормально. Для такого года, тем более. Что там еще до меня лили? Понятно, неизвестно. Я думал, может быть, туда как-нибудь демиксида, потом почитал, что лучше не стоит. Вот такой вот красноватый. Как это называется? Полусинтетика. Итак, что делаем? Берем масло, заливаем фильтр. Для чего это делаем? Для того, чтобы не получилось масляного голодания двигателя. Поэтому воздушная пробка, еще что-то.
Это очень все серьезно. И самое главное, вот так вот делаем, закрываем. И обязательно смазываем прокладку. Вот эту вот. Для чего мы ее смазываем? Для того, чтобы, когда ты ставишь фильтр на место, не смазанным, саму прокладку может заживать. И, соответственно, ты машину заведешь, и где ее заживет, с того момента она будет просто брызгать на землю. Поэтому смазываем эту резиночку, масло. Еще раз доливаю. Ну и все. Дополна не надо. Не знаю, там видно вот столько масла. Ну вот столько сейчас. Этого достаточно. Еще ставлю фильтр и буду машину толкать, чтобы достать ведро с шайбой. Смотрим уровень. Половина. И еще вам на заметочку. Есть щупы, как бы, а просто сталь идет. При замене нового масла бывает, что ты даже не видишь уровень масла. Очень просто определить уровень масла. Берешь, вытираешь щуп, мелком промазываешь, засовываешь, вытаскиваешь, и где мелок размытый, там ты увидишь количество масла по уровню. Все, ставим крышку, заводим. Мотор работает ровно, как часы. Ну, закрывай. Самое главное, пишем километраж. У меня 287 729. Металла с Кириллом набрали. По 5 рублей или по 10 металла. Да и бог с ним. Нам металл не. Нам металл-то не нужен, нам деньги нужны. Ну, набрал, может, рублей на 100. Тут даже... Пойдем. Да. Такой металл у нас. В общем, металл стоит 6 рублей 70 копеек. Мы сдали на 670 рублей. 100 килограмм. Вообще цены. А у нас ценники были по 20 рублей. Во времена были, а? Что ты будешь деньгами делать? Кирюх, тебе за твою работу. Ты ж папе помогал машину делать. Да? Вот заработал. Колым. Еду, ключи отдаю от гаража. Едем домой. Что-то все.